I'm flowing with the tide, the universe inside. The answers come to me, they set my spirit free. Всем привет, мои невероятные, с вами снова я, ваша Каролайн, и это, как всегда, гадание с любовью. Давайте посмотрим, что он думал о вас за последние сутки. Пока я тут тусую ваших мужчин, как всегда, настоятельно рекомендую для настроения, спокойствия и хорошего самочувствия заварите себе чашечку кофеечку, сядьте поудобнее, настройтесь на информативный и позитивный расклад. Я надеюсь, нам с вами будет интересно посмотреть на них, на их мысли. Сейчас немножко токсичности хочется. Ладно, не буду. Давайте посмотрим. Первый король — это у нас король мечей, близнецы, весы, водолей. Второй король — король жезлов, это овен, лев, стрелец. Третий король — это король пентаклей, телец, дева, козерог. И четвертый король — это король кубков, рак, скорпион, рыбки. Мужчины уже на столе, я надеюсь, чай, кофе тоже. Я готова, поехали. Первый вариант. Девочки, кто загадал короля мечей, здравствуйте. Смотрим, что он думал о вас за последние сутки. Начнем с того, что думал ли он, конечно же, о вас. Я как будто бы сразу же отвечаю. Если да, то что? Если нет, то, соответственно, почему? Паш пентаклей, десятка пентаклей про денежку думает. Не знаю, возможно, если мы говорим про вас, может, реально человек хочет там вложиться в вас, денежкой вас порадовать, подарком вас порадовать. Ну, либо он такой, достаточно такой сейчас ограничен в плане того, о чем думает, и он думает только о работе, только о деньгах, только о своих каких-то финансовых состояниях, и все, в принципе. Давайте, думал ли он о вас за последние сутки? Что там? Рыцарь жезлов, да, даже какие-то эмоции испытывал. Ну, давайте так, рыцарь жезлов для меня такая карта, знаете, быстрых мыслей, ярких, эмоциональных, где-то, что вызывает внутренние какие-то состояния, да, то есть у кого-то там возбуждение, у кого-то это грусть, у кого-то даже грусть, опять же, да, то есть какая-то злость, неудовлетворение, что-то вот не так, хочется по-другому. У кого-то это реально просто возбуждение, такое эмоциональное возбуждение, такой вот заряд энергии, вдохновился, но думал, ну, правда думал, вдохновился, и вот на тебе. Это какая-то искорка, и потом он ушел в какое-то спокойствие. Не знаю, слушайте, давайте так скажу. Человек думал о вас, что-то вспомнил, либо что-то прочитал, прослушал, может, даже с вами общался человек, но он опять спокойненько вернулся в свое болотце по умеренности, да, то есть в свое какое-то такое состояние гармонии, спокойствия, какой-то рутины. У человека сейчас в жизни реально рутина. Скорее он очень сильно включен в рабочие какие-то аспекты, может, реально на работе, достаточно какой-то загруженный график. Но о вас мысли, ну, не знаю, скорее они какие-то повседневные, постоянные, одинаковые. Вот одинаковые, почему-то хочется сказать. Ладно, давай, что ты еще думал о девочке, которая на тебя смотрит расклад в течение суток? Нужно что-то менять, но опять же, семерка жезлов, вроде такие достаточно яркие арканы, да, то есть вот есть понимание того какой-то важности, ценности вашей в его жизни, но по семерке жезлов как будто бы, знаете, вот еще не время, сейчас не время, я слишком занят, много дел, то есть вот в какое-то свободное время человек реально там какие-то мыслишки очень теплые о вас пропускает через себя. Но опять, у них нет какого-то, понимаете, в них нет ценности, вот почему-то. Вроде как старшие арканы, но я от них не чувствую, то есть они как будто бы не финалятся. Мысли есть, а толку от них нет. Мысли есть, а план какой-то не простраивается. Мысли есть, а действий нет.
не подкрепляется это чем-то. То есть энергетически человек как будто бы вкладывается сейчас абсолютно во что-то другое. Да и особо такое ощущение, что вот о вас он думает, вы как-то проявляете в его голове как что-то важное, действительно. Не знаю, позитивные там эмоции какие-то испытывая, чувства, но сразу же быстро как будто бы возвращает себя либо в реальность, либо в рутину. Пятерка кубков, маг, девятка мечей. Пытается сейчас себя контролировать. Честно, какой-то загруженный король мечей. Правда. Мы еще попозже потом посмотрим на его мысли. Но, по крайней мере, пока что, честно, у человека большое количество мыслей по поводу его, может быть, жизни, работы, неудовлетворения тем, где он, что он делает, как он это делает. Вы как будто бы скрашиваете его какой-то день, да, вот как вот когда он о вас думает. Ну, понимаете, не выводится это во что-то действительно, ну, в жизни, как будто бы это и остается фоном, либо остается это в мыслях, в голове, как будто бы от этого нет толку, нет результата от его мыслей, и его вообще нет. Королева кубков, четверка мечей, вот опять же, королева кубков, любимая женщина, нравится, красивая, но четверка мечей, все. То есть человек сейчас либо в депрессии, либо в какой-то реальной загруженности рабочей, ему правда может быть не до этого. Вот, но при этом в голове это держит фокус на вас, как на чем-то действительно, знаете, на каких-то чувствах, которые действительно это про любовь, про влюбленность, про состояние вот прям важности. Но это в физической реальности никак не подтверждается. Не знаю даже, что сказать, потому что толком даже вытянуть нечего. У меня как, знаете, как помутнение какое-то в голове. Вот как будто бы человек такой, да мне сейчас не до этого. Вот сейчас не до этого вообще. Вот такой какой-то король мечей. Кстати, в последнем видео там девочка написала, типа, а не пошел бы он лесом? Так вот, если вы там, если что, некоторых, не все, да, ну, вот у кого-то бусинки там, бусечки там, не знаю, пупсики, да, короли, а у кого-то, если прям, ну, реально вот как бы ничего себе как бы возомнила себя, то я согласна. Вообще подписываюсь под каждым вашим словом. Идем дальше. Король жезлов. Девочки, кто загадал короля жезлов, здравствуйте. Смотрим вашего мужчину. Король жезлов. Думал ли он о вас, ну, в течение последних суток? Если да, то что? Если нет, то почему? И тут шут. Но тут шут, слушайте, повешенный, и карта десятка мечей, двойка кубков, девятка кубков. И если вы с этим человеком не общаетесь, не вместе, эта история закончилась, человек хотел бы как-то либо все вернуть, либо возобновить, либо что-то заново начать. Потому что у человека прям вот какое-то желание к вам выросло. Вот я не удивлюсь, если вот этот молодой персонаж, или не молодой там, в зависимости от того, кого вы загадываете, захочет к вам вернуться. Если на него что-то повлияло, потому что достаточно такие карты, знаете, вот человек обдумывает какую-то вот финишную черту, и хочется либо вернуться назад, либо возобновить, либо, опять же, если вы с этим человеком в отношениях и общаетесь, да, то есть страх потерять, нужно, возможно, что-то новое внести в отношения, чтобы не потерять вас, потому что реально есть момент тревоги касательно точки в отношениях. Либо вот он переживает, что это прям навсегда случилось, либо не хотел бы, чтобы это случилось. Давайте, думает ли он? Шестерка мечей думает, при этом постоянно. Вот тут вот тоже такая карта, такая рутинная мысль, постоянно. Куда бы он ни держал там свой путь, куда бы он ни плыл, с кем бы он ни плыл, как бы он там ни плыл, он о вас думает. Не только в последние сутки. Возможно, несколько вот этих дней, может быть, какое-то время долгое, но думает, что думает, пожалуйста. Скучает. Здесь, скорее всего, люди смотрят на человека, с которым история какая-то а-ля прошлая, да, либо, не знаю, пауза, конец и так далее, но здесь человек реально скучает. Скучает, думает, обдумывает, хотел бы что-то предложить, хотел бы как-то по-новому там найти какой-то способ с вами связаться, общение, хотелось бы с вами какой-то коммуникации, вашего внимания. Хорошо, императрица.
Есть страх того, что вы как будто бы не свободны. Есть переживание того, что у вас что-то уже есть, ваша жизнь там уже поменялась, и у вас все хорошо, и на самом-то деле, да, вы его особо не ждете. Хотя хотел бы, чтобы это было не так, потому что реально хочется с вами взаимодействия. Ну вот, я вам серьезно говорю, есть переживание, что вы уже пошли дальше, прям вы пошли дальше. Он об этом думает. А он немножечко зависим по дьяволу. И неважно, какая у него там история, потому что мне фонит десятка кубков, не знаю. Но, слушайте, если вы смотрите на человека, с которым вы в отношениях, вот тут вот могу сказать, будьте аккуратнее, потому что может быть такое, что у человека там мысли по поводу прошлого его какого-то, то есть какое-то прошлое его не отпускает. Может, он там и пытается, конечно, уйти, но оно его может не отпускать. Вот тут вот прям звоночек, то есть подумайте, что может по дьяволу что-то нечисто. Ну, не знаю, манипулятивно, магически вообще не копаюсь в этом, ну, то есть это общий расклад вообще. Но давайте так, человеку сейчас тяжело. Мы сейчас конкретно на вас, вот про вас он думает. К вам тянется, вы интересны, вы вот важная, ценная, интересно, чем вы там живете. Может реально думать о том, как бы вернуться, ну, честно, по хитрячку такой, по-хитрому придет, потому что скучает. Человек здесь скучает. И вот в ближайшее время он реально вот прям такую, знаете, ностальгию словил. Достаточно долговременная, да, то есть это не какой-то там период один день, это несколько дней, может быть, недель человек о вас думает, вынашивает какую-то мысль. Вот такой король жезлов, спасибо большое. А мы идем дальше. Идем к королю пентаклей. Девочки, кто загадал короля пентаклей, здравствуйте, смотрим. Король пентаклей. Думал ли он о вас последние сутки, в течение суток? Думал ли он о вас в течение суток? Если да, что думал? Если нет, то почему? Ой, солнышко, слушайте, надень колоду солнышко. Мысли о вас — это что-то приятное. Правда, королева жезлов, солнышко, колесо фортуны. Вот этот человек зависим. Более того, самое может быть обидное и неприятное, что он может быть зависим от мыслей о вас, желания вас, мечты о вас, но материализовать что-то, реализовать никак не может. Ну, может быть, ждет чего-то, медленно идет. Выбирает, конечно, варианты. Тут может быть такое, не у всех, потому что реально человек как будто бы вот направляется в вашу сторону, но очень медленно. То есть есть какой-то медленный такой персонаж, достаточно взвешивает, обдумывает, может, сам думает, что, как, нужно, не нужно. Ну, давайте так. Не у всех, конечно, но у некоторых прям думает ли. Семерка мечей, конечно. При том, что семерка мечей — это всегда, знаете, ложные мысли. Это еще такой хитрый ум. Когда ум сам себе, знаете, вот бывает же у вас такое, когда вы сами себя от чего-то отговариваете, когда вы сами себе не даете расслабиться, когда вы сами себя в чем-то убеждаете. Вот эта семерка кубков, рыцарь, вот это его медленное передвижение, оно может быть реально за счет того, что у человека немножко какое-то искаженное мышление. Может быть страхи, может быть, а зачем ей это надо, может он себя, да, рыцарь пентаклей чувствует, а он там должен быть для себя королем пентаклей. То есть у человека может быть какое-то искажение. Он думает о вас, и вы явно вызываете у него какие-то мысли искаженные, которые немножко с ним играют не лучшую игру. О, звезда, смотрите, что он думает. Да, не знаю, хочет проявиться, хочет показать вам что-то, ваш интерес свой к вам. У кого-то тут человек даже, возможно, нацелен на какие-то прям яркие проявления и действия. Ну, по крайней мере, в голове иллюзионирует, визуализирует он себе именно так. Действительно, вы прям, не знаю, идея фикс, звезда, королева жезлов, не знаю, чуть ли не поклоняется. Я не удивлюсь, если у этого мужчины есть ваши фотографии. Я не удивлюсь, если они там, не знаю, может быть, скрытые, если в зависимости от того, в каком условии он там живет. Я не удивлюсь, если он какие-то переписки сохранил, если он, потому что здесь человек действительно очень высоко вас оценивает, вы ему нравитесь, он восхищается вами.
Но все равно тут какая-то достаточно ложная позиция. Он как будто бы сам против себя идет. Он сам с чем-то борется. Он сам, не знаю, может быть, ревность, кстати, по рыцарю мечей. Шестерка жезлов. Хочется прийти победителем таким классным. Что-то еще думаю. Ну, давайте о вас думаю. Какая вы красивая, не знаю, там, может, потешить сейчас вам самолюбие, да, ваше. Могу подтереть вашу корону, подполировать, сказать, что вы невероятно красивая, а мужчины реально оставили след в его жизни. Когда бы это ни случилось, ну, прям думал. Правда, оставили след, и до сих пор он тянется по луне. То есть человек вас забыть не может. Но тут слишком яркие карты, как будто бы вот-вот пытается, вот хочет проявиться. Ну, что-то вот, я говорю, боится, переживает, но хочет. Он такой, знаете, туда-сюда вот его шатает. Но, скорее всего, проявится. Даже если, возможно, есть какое-то но, да, человек может как-то, не знаю, по-глупому, по-детски, либо попытаться, по крайней мере, прощупать почву и узнать, как вы. Но попытаться вернуться в вашу жизнь он попытается. Вот такой король пентаклей. Спасибо большое, девочки. Невероятные звезды, просто красивые. А мы идем дальше, а мы идем к королю. Королю кубков. Здравствуйте, мои прекрасные девочки. Кто загадал короля кубков, смотрим вас. Думал ли ваш король кубков о вас в течение суток? Если да, то что? Если нет, то почему? Ой, он вообще в пятерке пентаклей, не знаю, пятерка, я хотела сказать пятерка кубков, так вот, пожалуйста, случайно назвала пятерку пентаклей пятерку кубков, но открыла эту карту. Честно скажу, он в каком-то вообще нересурсном состоянии абсолютно. Человечек немножко сейчас чем-то недоволен, может, реально материальным каким-то состоянием своей жизни. Человек очень сильно вот загружен конкретно своими какими-то неприятностями жизненными. Думал ли он о вас? Сила? Я бы сказала, да. Это карта все-таки притяжения, это карта страсти. Но это еще карта контроля. Так или иначе. Давайте мы тут посмотрим. Вот смотрите, он думает, да, но почему-то он большое количество усилий прикладывает, чтобы себя либо ограничивать, либо что-то вам не показывать. Если вы с этим человеком коммуникацию, да, то есть вот есть у вас коммуникация, общение, он там как-то отстраненно, странно себя ведет, то знаете, что этот человек очень сильно себя контролирует, большое количество энергии тратит на то, чтобы вы не узнали, что его беспокоит. Потому что у человека большое количество внутренних беспокойств. Если вы с человеком с этим не коммуницируете, он не проявляется, давайте так, он думает о вас, он там, не знаю, где-то восхищается, интересуется вами. Но это как-то, знаете, вот внутри, как у человека нет сил для того, чтобы сейчас поменять ситуацию, по крайней мере, здесь и сейчас. У человека большое количество усилий тратится на его выход из каких-то ограничивающих его состояний, либо ситуаций, в которых он оказался, потому что большое количество сил он именно туда вкладывает. Вот было бы классно, знаете, вот если бы было бы легче там в деньгах, там лучше там состояние какое-то, может быть, не знаю, помоложе был бы или еще что-то. Вот я бы вот проявился бы, я бы вот показал, я бы вот пришел, даже победил бы, поборолся бы. А вот сейчас как будто бы человек больше вот в глубинных процессах находится. Может, реально у него там трансформация. Может, реально у человека там какие-то реально жизненные изменения. Потому что слишком большое количество энергии тратит на борьбу человек и на какие-то переживания. Тоже, кстати, не лучшее время, как у кого-то, это не помню, по-моему, король мечей. Давай, все-таки, что ты думаешь о девушке? Мы что-то романтическое хотела, получается, как всегда. Вот хотел бы выбрать, знаете, но вот не могу сейчас, вот нет сил, вот не могу. Вот. Человек реально в каком-то вот сейчас в какой-то рутине завис, в каких-то своих внутренних проблемах. У него даже, вот знаете, вот как будто бы, вот, не знаю, осенняя хандра у человека.
Вспоминает, думает, классно, красиво, но даже, знаете, без какого-то либо там вот этого эмоционального приплыва. Вот, не знаю, вот у королей, кстати, у кубковых такое бывает. Сейчас вот такое состояние, через там, не знаю, там через день уже вдохновленный опять такой, не знаю, романтические тексты пишет, да, любовные стихи. Хорошо, это вообще история поменяется, вот мыслей, в более какую-то позитивную опять сила. Поменяется, да. Слушайте, даже вот на этих эмоциях и мыслях может как-то либо проявить инициативу, либо показать вам какой-то интерес свой. У человека реально тут может, кстати, меняться настроение. Вот так вот, просто. Сейчас у него где-то на дне. Через какое-то время вот очень сильно поменяется кардинально. И человек прям может написать, проявиться, проявить инициативу, приложить усилия уже совершенно для другой цели, да, в отношении вас, что-то вам предложить, но пока что он думает о какой-то грусти, не знаю. Мне аж на улице дождик, и я аж загрустила. Слушай, король кубков, можешь больше в таком настроении не приходить к нам на расклад? Не хотелось бы. Вот такой был мужчина, не знаю, грустный. Давайте так, через какое-то время его мысли поменяются, и, возможно, на вот этих каких-то новых ощущениях человек даже вот проявит к вам инициативу. И прям покажет заинтересованность вашу, скажем, в вас. Но единственное, что главное, чтобы его настроение не поменялось так же быстро. Опять. Вот такой был последний вариант. Спасибо вам большое. С вами была ваша Каролайн. Это было «Гадание с любовью». Я вас всех обняла, поцеловала. Пока. The answers come to me. They set my spirit free.